Привет! Меня зовут Светлана. На календаре 18 февраля 2022 года. И вы на моем канале, видео на котором посвящены моему любимому хобби– вышивке и чтению. Хочу, друзья, разнообразить ваше время, проведенное за вышивкой, путем подачи информации, которую я считаю интересной. Итак, сегодня в программе, согласно традиции, сложившейся на канале, первая часть видео будет посвящена вышивке, итогам недели. Мы сначала посетим Джеймса Хэриута с овечками, а затем отправимся в гости к Джузеппе и его семейству. А во второй части видео состоится очередное заседание нашего светского клуба. Друзья, уже неоднократно, и в частности совсем недавно и Татьяна Дальневосточница намекала, и Ирина Дончинова. Одним словом, вы обратились ко мне с предложением продлить наши прогулки по Древней Руси. Да и тема, честно говоря, затронутая в недавних наших заседаниях, не закрыта. Так что сегодня я предлагаю вновь нам отправиться во времена Ивана Грозного. Прикоснемся слегка к страницам с подробной биографией царя Иоанна Васильевича. Если бы Иван IV умер в 1566 году, в момент своих величайших успехов на Западном фронте, историческая память присвоила бы ему имя великого завоевателя, подобного Александру Македонскому. Вина утраты покоренного им Балтийского края пала бы тогда на его преемников. Ведь и Александра только преждевременная смерть избавила от прямой встречи с распадением созданной им империи. В исторической традиции Иван IV остался бы окруженный славой замечательного реформатора, организатора военно-служилого класса, основателя административной централизации московской державы. Ивану Грозному, однако, выпала на долю иная судьба, глубоко трагическая. Он прожил еще 18 лет, и это были годы тяжелых потерь и великих несчастий для страны. Но пока перейдем к первому пункту нашей программы, к вышивке. Начать итоги вышивальной недели хочу с продвижения работы «Овечки зимой» от фирмы Heritage. Это двухдневный процесс, как вы помните, я вышиваю его по воскресеньям и понедельникам, который я ввела в работу дополнительно к основному. Пробую, так сказать, многопроцессничать, но пока все-таки у меня это выходит с трудом. Борюсь постоянно с наплывами желания завершить таки начатых овечек, поставить в работе точку и уже полностью погрузиться в любимую мелодию, приближая ее к финишу. Ну ладно, вернемся к нашим, хотела сказать баранам, овечкам. Начну с сюжета. Для ознакомления вновь прибывших зрителей, друзья, я коротко повторюсь, почему данный сюжет. Потому что он напомнил мне о Джеймсе Хэриуте. Это английский писатель, он написал книгу, по которой был снят сериал, не один причем сериал, который называется «Все создания, большие и малые». Это английский писатель, ветеринарный врач, посвятивший 40 лет жизни благородной и многотрудной работе лечения животных. С любовью и юмором Джеймс рассказывает о домашних животных и их взаимоотношениях с человеком. Отношение врача к четвероногим пациентам и их владельцам то теплое и лиричное, то саркастическое.
передано в рассказе очень тонко, с большой человечностью и юмором. Глядя на картинку, я вижу Англию конца 30-х годов. Перед нами заснеженная деревушка, скорее всего, ферма, расположенная где-то на окраине Йоркшира, как мне кажется. Хэриот очень точно характеризует социальную обстановку Англии 30-х годов, эпоху повальной безработицы, когда даже опытный дипломированный специалист вынужден был искать себе место под солнцем, довольствуясь подчас вместо заработка одним содержанием. Джеймсу, как мы помним, еще повезло. Он нашел себе место помощника врача со столом, крышей над головой и получил право на круглосуточную работу без выходных дней, в дождь, грязь и слякоть. Да, такова подчас драматичная, в ряде случаев небезопасная, но всегда важная работа сельского ветврача. И, конечно, речь идет не только о животных, но и о людях. Перед нами проходит целая галерея образов владельцев животных, начиная с бедняка, теряющего собаку, с которой он делился последним куском хлеба, и кончая богатой вдовой, которая находит единственную отраду в четвероногом любимце и закармливает его так, что чуть не отправляет его на тот свет. Но особенно интересны образы простых тружеников, повседневно связанных с домашними животными, бедных фермеров и батраков. Ну, перейдем, друзья, непосредственно к вышивке. Сразу вставлю фото, как выглядела работа в начале отчетного периода, чтобы вам легче было, как я уже говорила, сравнить и оценить масштаб проделанной работы. А вот так она выглядит сейчас, в понедельник, спустя 2 дня. Для любителей математики озвучу цифры. Мне удалось вышить 3000 крестиков. Работа выполнена уже на 49%. Вышивается, друзья, легко, быстро. Узкокрестики меня не смущают и не напрягают. Особенно после таких стишков, как 1/4 и так далее, которые встречались на вышивке новогодних игрушек. Это, конечно, небо, друзья, и земля. Пока узкокрестики мне встречались на стволах деревьев. Они вышивку делают более реалистично, изящнее, что ли, выглядят деревца, ветки. Размер схемы 140 на 140 крестиков, стежков. Работа небольшая получится в итоге, 25 с небольшим на 25. Как вы видите, это круг. Результат, который я вижу, мне нравится. Все, как я люблю. Натурально, да, и реалистично. Как вы видите, вышито уже небо. Небо вообще вышивалось очень легко. Это большие участки, которые вышиваются одним цветом. Нить меняется редко. Вставляю и ниточки вышиваю, да. Очень замечательно, мне понравилось. Конечно, 3000 за такой период, допустим, в многоцветной работе я не вышью. Ну, а здесь все очень легко и быстро, да. Ну вот, друзья, я рассказала вам о продвижениях овечек наших, поделилась с вами впечатлениями. Ну что, друзья, а теперь перейдем к недельному итогу вышивки основного процесса. Напомню,
Я вышиваю картину «Любимая мелодия», превью перед вами, да, как вы догадались. Схему разработал артель «Белый кролик», творческая мастерская, которую, в свою очередь, схему для вышивки разработали по картине известного итальянского художника Евгению Эдуардо Дзампиги. Обмолвлюсь, кстати, моего горячо любимого художника, одного из, да. Размер схемы 576 на 420 стежков, 200 цветов использовано в работе, 102 из них бленда. Уровень сложности 5 из 5 возможных. Я бы даже сказала 6 из 5 возможных, да. Ну, вот так, друзья, характеристики вам рассказала. Да, я вышиваю крестиком 2 сложения нити по Аиде 18 каунта. Ниточками ДМС по ключу. Все исключительно по ключу и по схеме. Вышиваю по электронной схеме в приложении Сага, что максимально ускоряет и облегчает, друзья, вышивку, ну, многоцветной работы, точно, это 100%. Ну вот, друзья, давайте перейдем непосредственно к вышивке. Сразу хочу вставить фотографию, как выглядела работа на начало вышивальной недели, чтобы вам легче было оценить масштаб проделанной работы, как я это неоднократно повторяю. Ну что, идем к вышивке теперь. Ну вот, друзья, вот так работа выглядела на начало, и вуаля, вот так она выглядит сейчас. Да-да, друзья, ура, у меня финиш. И я вам хочу сказать, не простой, а многоцветный. Да-да, вот это амеба, бесконечная многоцветка. Это 100%, друзья. Даже наши вот эти овечки от Heritage нервно курят. Ну, по содержанию я имею в виду количество цветов. Ну, это что-то, друзья, это что-то. Тут и бордовые, и зеленоватые, белые. Ну, в общем, многоцветие абсолютное. Вот такая у меня получилась. Говорю, амеба, ты посмотри на сколько она у меня забрала времени и всего прочего. Но хорошо, замечу, она проработана. Снова-таки виден объем. Мы видим, что картина на стене, она прям выходит на нас вперед. Хорошо здесь тень видна, что она глубокая, она не плоская. Это не картинка какая, знаете, там слегка приклеена к стене. Нет, это именно мы видим и понимаем рама. Рама широкая, тень от нее. Здесь свет от окна падает. Углубление даже показано вот здесь. Ну что, контур очень четко, все хорошо, не расплывается, не расползается. Здесь тоже мне очень понравилась разработка. Я все переживаю, думаю, вдруг какая-то деталь будет просто где-то как-то что-то размазано, непонятно. Но молодцы, молодцы. Ну, многоцветка, она и везде многоцветка. И что же у нас финишировало? Что мы видим? Мы видим портретную живопись, да, друзья? Перед нами дама, как я понимаю, она так как-то смиренно склонила головушку свою. Вот у нее идет шея лебединая, вот она складывает, даже как-то вот у нее здесь носик, и как глаза прикрыты, вот она смотрит как-то вниз, скромно, приопустив глазки. Здесь у нее, я так понимаю, волосы темные, такие каштановые, декольте. Ну, а как же? А вот у нас розочка, конечно, скромненькая, никакого декольте, все подтянуто. Вот. Ну, а здесь, видимо, как-то даме уже можно было, позволено, возможно, ее положение в свете какое-то, ну, что-то такое, да.
И вот здесь только вот у меня заминочка. То ли она что-то держит в руках, то ли у нее что-то вокруг шеи. Возможно, это какая-то известная репродукция, картина. Может, кто-то знает, что это, вот, что за дама изображена. Ну, очень интересно. Сейчас я вам приближу превью, чтобы вы увидели, что ну, дизайнеры постарались. То есть то, что на превью, то мы видим непосредственно на конве. Ничего не искажено, ничего не, повторюсь, не разбито, не размызгано. Все хорошо, все натурально. Даже, знаете, что мне интересно, что мне понравилось? Ну, как вы видите, я не только этой амебой занималась многоцветной, но и штукатуркой. Штукатурила. Успешно штукатурку состарила я на прошлой неделе. Да, и как вы видите, здесь тоже отдыхалочки, как говорится, не было. Но ничего, зато все натурально, четко. И вот посмотрите, как здесь прорисованы, хорошо, аккуратно видны следы какой-то в прошлом приклеенной к стене картинки. Вот сейчас покажу на превью. Вот она. Свет падает. Друзья, в камеру ничего не вижу. Ну, надеюсь, что потом будет видно. Дело в том, что все снимаю с одного раза, потому что, ну, нет у меня возможности подолгу репетировать там что-то. Вот. Вот такая была приклеена. Здесь, видимо, какая-то картинка. Ну, возможно, календарь даже. А возможно, это какой-то возлюбленный нашей Розочки. Его портрет висел. И она в сердцах его сорвала, так сказать, с глаз долой, из сердца вон. Все возможно. Но мы с этим разберемся, поговорим с Розочкой. Вот только она начнет у нас проявляться, и мы выясним, что здесь такое, следы чьего былого величия здесь у нас красовались, да? Ну вот, друзья, значит, сейчас для любителей математики, чтобы я не забыла, а то, знаете, кто там, возможно, ждет, интересно, вышито 3500 крестиков. Всего картина выполнена на 45,5%. И крестиков я выложила уже на канву 110 тысяч. И осталось 132 тысячи. Справимся. Дорогу осилит идущий, идем дальше. Непременно. Ну и как вы видите, чтобы финишировать, я спустилась сразу вниз. Обычно я иду слева направо, как вы знаете. Ну, а тут, чтобы и вас порадовать, ну и понятно, и мне интересно, что здесь за многоцветка у нас. Так, ну и теперь следующий отчетный период я буду заниматься. Чем я буду заниматься? Штукатуркой. Буду штукатурить, друзья, во всю прыть. Ну, стараться во всяком случае. Так, а здесь у нас какая-то деталь. Непонятно, интересно, что же это такое? Что это такое? Ну, что-то важное. Что-то важное. Какая-то деталь. Ну, надеюсь, что она тоже хорошо проработана. Посмотрим. Может быть, нам будет лучше даже видно. Потому что, как я уже неоднократно говорила, я, вышивая, обнаруживаю все новые и новые какие-то детали, открытия, и хорошо они просматриваются. Вот на картинке то, что я упускаю, не замечаю, да, я же вот опять-таки сковородочка, вернусь к ней, да, или курочка, которая возомнила себя хамелеоном и все время маскировалась у меня под кувшинчик. А затем, когда приступаешь непосредственно к вышивке, вышиваешь и опа, вот это сюрприз, то один, то второй, то третий.
Ну вот, друзья, так что вот буду идти штукатурить. Да. Ну ничего, справимся. Здесь тоже абсолютно будет, я уже вижу, многоцветие. Скучать мне не придется. Частая смена нити ждет меня. Ну ничего, справимся. Все будет хорошо. Ну вот, друзья, все вам рассказала, да, что получается, значит, за неделю, за весь отчетный период мне удалось вышить 6,5 тысяч крестиков. 3 на овечках, как вы помните, и 3,5 на любимой мелодии. Нормально. Ну да. Ну что, друзья, поделилась с вами впечатлениями, все вам рассказала. Теперь нас ждет историческое повествование, да? Настраиваемся на нужный лад. Мы идем в поход на Древнюю Русь. Я буду вставлять картинки, друзья, которые будут сопровождаться звуковыми эффектами, чтобы вы знали, когда отвлекаться от вышивки. Всем хорошо повышивать. Отправляемся в Древнюю Русь. Подробная биография царя Ивана IV Грозного, Иоанна Васильевича. Если бы Иван IV умер в 1566 году, в момент своих величайших успехов на Западном фронте, своего приготовления к окончательному завоеванию Ливонии, историческая память присвоила бы ему имя великого завоевателя, создателя крупнейшей в мире державы, подобного Александру Македонскому. Вина утраты покоренного им Прибалтийского края пала бы тогда на его преемников. Ведь и Александра только преждевременная смерть избавила от прямой встречи с распадением созданной им империи. В случае такого раннего конца на 36-м году жизни Иван IV остался бы в исторической традиции, окруженный славой замечательного реформатора, организатора военно-служилого класса, основателя административной централизации московской державы. Ивану Грозному, однако, выпала на долю иная судьба, глубоко трагическая. Он прожил еще 18 лет, и это были годы тяжелых потерь, великих несчастий для страны. Общий взгляд на XVI век. Нашествие татар на Русь 1237-1240 и потеря франко-итальянцами Иерусалима 1244 составляют яркий момент кризиса в отношениях между Азией и Европой, между мусульманским и христианским мирами. С этой поры установилось колонизационное движение европейцев на восток. Наблюдается обратное явление. Азиатские народы стали брать все больше и больше перевес над европейскими. Здесь, друзья, вставлю карту территорий, находящихся под властью Золотой Орды. Почти на всю русскую равнину, вплоть до области Великих озер, распространилась власть Золотой Орды. На юго-востоке Европы под ударами турок-османов пала Византия. Сокрушены были Болгария и Сербия. Завоеватели продолжали успешно продвигаться вперед. Овладели Венгрией, угрожая далее Германии, Чехоморавии и Польше. С той поры, как татары приняли ислам в первой половине XIV века, мусульманский мир
от обида Атлантического океана и от Акида Индостана, был единым в религиозном отношении и представлял контраст христианской Европе, разбитой на церкви и секты, на враждующие между собою народности, государства и города. Эти явления еще более увеличивали ее экономический упадок и хаотичность. Господствующее положение в мусульманском мире занял турецкий султан. Главенство его признали наследники распавшейся Золотой Орды. Татарские, ногайские и другие ханы и мурзы, которые продолжали свои набеги на русские земли, забирая хлеб и скот, меха и драгоценности, наконец, живой товар, рабов, сбываемых на азиатских и африканских рынках. Здесь ставлю картину «Штурм Константинополя», Стамбул, панорама, 1453 год. Сам султан достиг заветной цели, поставленной турками еще в XI веке. Сел в Златоверхом Царьграде наследником кесаря. Водрузил на Святой Софии вместо креста полумесяц. Опираясь на большое постоянное войско, силу, о которой тогда и мечтать не могло ни одно европейское правительство, он был бесспорно самым могущественным, можно сказать, единственным императором мира. В качестве верховного халифа, то есть первосвященника и покровителя верующих, его чтили на далеких окраинах Сибири, Туркестана, Счастливой Аравии, Африканского Туниса и Марокко. Есть любопытное известие, относящееся ко времени Ивана Грозного, что бухарцы и поволжские нагаи прибегали к высокой помощи султана, жалуясь на московских людей, которые в Астрахани чинят препятствия богомольцам, идущим к Мухаммедову гробу. Англичане, принявшись за дело позднее других, устремляются на север, чтобы обогнуть Европу и Азию путем, противоположным движению португальцев. В середине XVI века они основывают общество купцов-искателей для открытия стран, земель и островов, государств и владений, неведомых доселе, морским путем не посещавшихся. Первой же экспедицией этого общества явилось путешествие Ченслера, который в 1552 году был занесен в Белое море, попал в Москву и завязал правильное сношение с московским государством. Морские путешествия повели англичан к дальнейшим сухопутным открытиям. В Англии заметили скоро, что Москва, помимо своего непосредственного значения в торговле, может служить транзитным путем в Среднюю Азию, что по Северной Двине, Волге и Каспийскому морю можно добираться до Туркестана и Бухары, а там и до самой Индии. Та же идея сухопутного переезда через Восточную Европу охватывает воображение старых руководителей торгового движения, венецианцев, генуэзцев, немецких ганзейцев, оттесняемых более счастливыми конкурентами, избравшими своей стихией бурный океан. Генуэзцы добиваются у Василия III права на проезд по Волге и Каспийскому морю в Индию. Ганзейские купцы пытаются оживить свое былое влияние на Балтийском море и протягивают руку Москве через Ливонию. Здесь, друзья, я ставлю изображение отца Ивана Грозного Василия III в царском титулярнике. Европа высылает накопившуюся в ней беспокойную вольницу своих самых непоседливых сынов
даровитых, отчаянно смелых, неспособных к тихой, сосредоточенной работе, искателей золота и редких товаров, беспощадных, искусных воителей, неутомимых морских волков. Таковы португальцы Дальмейда и Альбукерке, испанцы Корцес и Писару, англичане Дрейк и Раллей. В то время как западные народы увлечены заокеанскими предприятиями, Восточная Европа занята борьбой со степняками и расширяет беспрерывно свои сухопутные владения. Польско-литовское государство забирает земли когда-то цветущего, потом совершенно опустевшего края Киевской Руси, черноземную полосу по Днестру и Днепру. Московское государство, образовавшееся между Волгой и Окой, быстро захватывает Среднее и Нижнее Поволжье, подчиняет себе татарские, финские, ногайские племена обширных южных равнин, продвигает вперед за Оку к Десне и Дону, полосу земледельческих поселений и в то же время устремляется к морям. При Иване IV, покорителе Поволжья и первом строителе русского флота, великорусские промышленники, колонизаторы и воители переходят за камень, Уральский хребет, и основывают русскую Сибирь. Как в Польше, так и в Москве в эпоху расширения выдвинулись замечательные политики. 2 Сигизмунда I и II и 2 Ивана III и IV. Ивану Грозному, современнику Елизаветы Английской, Филиппа II Испанского и Вильгельма, приходится решать военные, административные и международные задачи, похожие на цели создателей новоевропейских держав, но в гораздо более трудной обстановке. Талантами дипломата и организатора он, может быть, всех их превосходит. Строгановы и Ермак, покорители Сибири, не уступят Вельзерам и Кортесу. Те и другие принадлежат к породе смелых завоевателей, устремившихся на добычу металла, на исследование и покорение неизведанных стран. Здесь, друзья, вставлю картину «Покорение Сибири Ермаком». Суриков, 1895. Оба порыва европейцев к расширению, завоевание заморских обеих Индий и сухопутная борьба с турко-татарскими народами, сопровождаемая усиленной разработкой громадных пустырей, как нельзя более тесно связаны между собой. Приморские народы, пускавшиеся по Атлантическому и Индийскому океанам, добираются до редкостных товаров – пряностей, слоновой кости, фарфора, шелка, золота и серебра. Сбывая их на большом европейском рынке, они поднимают цены на все продукты и вызывают зависть других народов, занимающих менее выгодное географическое положение. В то же время их предприятия втягивают в торговый оборот области Центральной и Восточной Европы. Пруссия, Ливония, Австрия, Венгрия, Польша, Литва, Новгородская и Московская Русь доставляют Англии, Франции, Нидерландам, Испании хлеб, кожи, меха, сало, дерево, мед и воск, которых не хватает приморским странам. На западной окраине, обращенной к океану, образуется новый крупнейший международный узел – Антверпен. Сюда сходятся товары индийского подвоза, фламандской, французской и английской промышленности, а также сырье Восточной Европы. Насколько велика была для восточноевропейцев притягательная сила города, расположенного у выхода широкой многоводной шельды в открытое море,
можно судить по условиям договора, заключенного Грозным со Швецией в 1557 году. За право шведских торговцев беспрепятственно ездить через Москву в Индию и Китай московским купцам предоставлялся проезд через Швецию в Испанию, Францию, Англию. В XVI веке борьба европейцев с мусульманскими народами была в полном разгаре, и успех этой борьбы резко колебался. В 1528-31 годах Сулейман II Великолепный осаждает Вену и завоевывает Венгрию. А в 1552-56 годах Иван IV покоряет Поволжье. В свою очередь на эту великую победу московской державы мусульманский мир отвечает в 1569-72 годах походом турок на Астрахань и сожжением крымскими татарами Москвы. Здесь вставлю иллюстрацию осады Казани войсками Ивана IV Грозного в 1552 году. В трудных, почти непрерывных войнах с подвижной азиатской конницей восточноевропейские государства перенимают многие черты устройства армии противника, и как раз те, которые дали ему перевес, когда он появился впервые на европейской территории. Прежде всего, они пользуются живой силой страшного врага. На московскую службу со середины XV века переходит множество татарских князей со своими свитами. Великие князья привлекают их богатыми подарками, включают в аристократию своего рода, награждают поместьями и образуют из них отряды для охраны военной границы, стараясь сохранить военный пыл конных отрядов. Позднее, в качестве обороны, а потом и нападения на мусульманский мир, на обширной окраине степей появляется подвижная конница великорусских ополчений и украинских вольных дружин. Две великие державы, Турция и Москва, почти одновременно вырабатывают у себя аналогичные формы и учреждения военной организации. В Турции воины, пожизненные владельцы небольших поместий, были обязаны являться по призыву султана и приводить определенное количество всадников, смотря по размеру доходности имения. Здесь я вставлю изображение конницы турецкого султана и сразу следом поместное войско Ивана IV Грозного. Московское правительство развило с конца XV века поместную систему, в силу которой оно требовало, чтобы землевладельцы являлись на сборные пункты конны, людны и оружны. Озабоченное тем, чтобы воинство не убывало, а множилось, чтобы подготовлялись все новые его кадры, оно наделяло землей помещичьих сыновей по достижении ими определенного возраста и по мере вступления их на военную службу. При громадной растянутости фронта от Альп чуть ли не до Алтая, при невозможности устроить сплошную загородку в виде стены или вала, восточноевропейцам, в особенности же московской державе, приходилось строить укрепленные города, замки и остроги по всей линии, открытой для нападений. Война часто сводилась к защите крепостей, к обороне от осаждающих войск, а отсюда возникла необходимость держать хорошую артиллерию. XVI век выделяется прогрессом военной техники и, в частности, изобретениями в области огнестрельного оружия. Рядом с тяжелой артиллерией, пушками,
появляется и легкая пищали. А вместе с этим создается новая пехота огневых стрелков. В Казанском и Астраханском походах Ивана IV пешие артиллеристы-стрельцы пока еще немногочисленные, образуют, однако, важную силу. В завоевании Сибири Ермаком пищальники сыграли решающую роль против многочисленных туземцев, незнакомых с огнестрельным оружием. Осада и взятие крепостей, штурм Белграда 1521 и осада Вены турками 1529, взятие Казани Иваном IV 1552, двукратное падение Полоцка, переходившего из рук Литвы к Москве в 1963 и обратно в 1579, яростные атаки русских на Ревель в течение Ливонской войны 1558-82, осада Баторием Пскова 1581-82 составляют характерные и знаменитые эпизоды военной истории того времени. Одно из самых эффектных изобретений – подкоп под городские стены, взрываемые порохом, решила в 1552 году участь Казани. Здесь я вставлю картинку «Тяжелые орудия ведут огонь по осажденной Казани». Можно было бы ожидать, что в борьбе со страшным врагом общий интерес объединит все восточноевропейские государства. Однако между ними возникало больше трений и соперничества, чем налаживалось союзов и согласия. Дания, Пруссия, Ливония, Польша, Литва, Австрия, Венгрия, Москва через Новгород и Нарву стремятся урвать свою долю в золотой добыче, прибывающей из Индии и Америки. Чуть ли не главной целью внешней политики становится приобретение торговых монополий и преимуществ, захват морских портов и проливов. Колонизационное движение в обе стороны за океаны вглубь степей, вооружение больших масс конницы, усиление торгового соперничества между европейскими государствами – все эти события теснейшим образом связаны с глубокими переменами в общественном и политическом быту Европы. Одним из важнейших факторов социальной жизни XVI века можно признать выступление на историческую сцену во всех европейских странах земледельческого или поместного дворянства. Новый класс, носитель более прогрессивного уклада хозяйства, стал слагаться в одних странах раньше, в других позже, в зависимости от степени участия каждой страны в торговом обмене, от расширения и увеличения количества рынков для сбыта сельскохозяйственных продуктов – хлеба, льна, шерсти, кож и так далее. Дворянство Европы переживает в XVI веке свой золотой век, эпоху подъема и бурной напряженной деятельности. Из его среды выходят мореплаватели-колонизаторы, искатели торговых путей, исследователи и завоеватели внеевропейских стран, кондотьеры, публицисты, ораторы, историки, агрономы, романисты, богословы и философы. Здесь, друзья, я вставлю изображения одно за другим. Как выглядели французские дворяне, немецкие дворяне, польские и московские в XVI веке. Аристократическую организацию дворянства, выбившуюся из-под руководства монархии, можно наблюдать в особенно яркой форме в прибалтийских и прикарпатских странах. Далее в мелких немецких княжествах, в
в Померании, Мекленбурге, Пруссии, Ливонии, а также в Польше и Венгрии. Напротив, подчинение дворянства самодержавной власти вырисовывается в самых отчетливых чертах в московской державе. Чрезвычайно характерно для этой эволюции дворянского самоуправства и юридического обмена то, что одновременно с укреплением права частной собственности на землю дворянство решительно освободилось от всяких обязательств по отношению к государству и в первую голову от несения воинской повинности, которая была в свое время единственным основанием владения землями. Дворянство выработало вместе с тем выгодные для себя парламентские формы, создало аристократические конституции, заполнило своими депутатами Сейм, отодвинуло на последнее место или вовсе вытеснило из представительных собраний депутатов городского населения. Создав республиканские конституции, дворянство придвинулось к власти и захватило в свои руки законодательный аппарат в государстве. Это обстоятельство имело решающее значение в определении участи крестьянства. Дворяне закрепили статутами те меры внеэкономического принуждения, которые они применили к крестьянам, чтобы увеличить продуктивность хозяйства своих имений, увеличить свою прибыль и занять господствующее положение на рынках. Обязательность тяжелой барщины и суровые наказания за побеги, за уклонение от работы были утверждены в силу законов, принятых шляхетскими сеймами уже в конце XV – в начале XVI века. Полный контраст этим порядкам аристократических республик Центральной Европы, Чехии, Венгрии, Польши, Пруссии представляют строение и политика московской державы. Московское государство выросло в непрерывной трудной борьбе с Золотой Ордой и ее преемниками. Главной заботой его правителей было собирание и объединение русских земель, уничтожение уделов, истребление сепаратизма. Оно продолжало эту политику путем развития централизации управления и в особенности посредством создания войска, которое должно было служить орудием дальнейшего расширения и укрепления государства. Оно и достигло этой цели тем, что организовало дворянство в виде военно-служилого сословия, составившего опору для укрепления самодержавия. В московском государстве дворянство подчинилось совсем иным юридическим нормам, чем в аристократических республиках Центральной Европы. Здесь оно не могло вырвать у власти никаких вольностей, никаких привилегий. Не могло оно превратить свои земли, свое условно зависимое от суверена владение в полную частную собственность. Не могло основать свое благополучие на принципах рабовладельческого римского права. Московский великий князь со времени Дмитрия Донского сделался военным вождем. Московский царь в XVI веке остался главой военной монархии. Московское правительство стало развивать с конца XV века поместную систему, порядок вознаграждения землей, отдаваемой лишь во временное ограниченное владение, обусловленное непрерывной, неуклонной службой. Система эта проводилась со строгой последовательностью. Правительство не допускало свободной мобилизации земли, не допускало произвола помещика в пользовании данной ему землей, не позволяло запустошать ее,
держала владельца под контролем, перемещала его по своему усмотрению из одной области в другую, увеличивала его надел по заслугам, подвергала его опале, лишению поместья в случае злоупотреблений. Нечего и говорить, что в социально-политической обстановке, сложившейся в московской державе, было гораздо меньше оснований для возникновения литературы враждебной монархии. Здесь монархия не только не допускала соединения среднего и мелкого дворянства с аристократией, больше того, она использовала дворянство, организованное ею в виде военно-служилого сословия, для борьбы с княжатами и старым боярством. Отсюда благоприятное отношение к монархии в московской публицистике, так и ярко выразившееся в двух дошедших до нас произведениях середины XVI века в челобитных памфлетах. Однако осталась от эпохи Ивана Грозного еще и другая традиция, исходившая от консервативной, погибающей под ударами самодержавия аристократии. Она выразилась в произведениях князя Курбского, в беседе валаамских чудотворцев, в рассказах и описаниях летописей, в воспоминаниях современников Большой крестьянской войны, которую в прежней историографии именовали «смутным временем». Странным образом эта традиция, внушенная чувством мести со стороны романтиков, оплакивавших гибель аристократии, пережила великие достижения эпохи XVI века, заглушила суждения более прогрессивных современников Ивана IV и повлияла в дальнейшей степени на историков XIX века. Грозный царь закрепился в старых школьных изображениях как жестокий тиран. Все его крупные деяния отошли на второй план. Все его заслуги по расширению и внутренней организации московской державы и борьбе с изменниками оказались забытыми. Русский народ дал совсем иную, глубоко мудрую оценку личности Ивана IV, выразившей ее в прозвище Грозного. В иностранной исторической литературе смысл этой характеристики совершенно искажен переводами. Там это означает «страшный», «ужасный», чем и подчеркивается обвинение Ивана IV в жестокости. В XVI веке в Великой Московской державе Грозный звучало величественно и патриотично. Прозвище это полагалось уже раньше к Ивану III, и дед, и внук были могущественно грозны, сокрушительно опасны для врагов народа и государства, как внешних, так и внутренних. Ну а здесь, друзья, предлагаю остановиться. Продолжим историю об Иване Грозном, повествование в следующем видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня все. Пока-пока.